Маленькая девочка по имени Софи стояла во дворе старого дома в Чикаго, где жила с отцом и мачехой уже второй год. Ветер дергал ее тонкую кофточку, а в руках она держала 2 тяжелых ведра с водой. Руки дрожали, будто вот-вот не выдержат, но Софи не смела пошевелиться. Тишина двора была густой и напряженной, почти давящей. Ее мачеха, Лаура, была занята телефоном и не обратила внимания на страдания девочки. Софи чувствовала, что ее слабость, преступление, что память о матери постоянно используется против нее. Руки жгли, плечи ныли, и каждый шаг казался пыткой. Она хотела лишь жить спокойно, учиться, рисовать, читать книги, как раньше с мамой, но после ее смерти мир стал твердым и холодным. Отец часто уезжал в дальние рейсы, а Лаура превращала каждый его визит домой в уроки боли, маскируя жестокость под заботу. Внезапно за забором раздался звук дорогого автомобиля. Из него вышел ее отец, мужчина средних лет в дорогом пальто с мягким и внимательным взглядом. Он остановился, заметив Софи, и ее ведра с глухим шумом упали на землю, вода пролилась на ботинки. Девочка замерла, боясь наказания, но отец спокойно подошел и поднял ведра, словно они ничего не весили. В его присутствии она впервые за долгое время почувствовала облегчение и безопасность. Он осмотрел ее руки, покрасневшие и сжатые от боли, и что-то внутри него оборвалось. Он знал, что значит быть ребенком, которому делают больно под видом воспитания. Лаура пыталась оправдаться, но отец стоял твердо, ребенок не обязан страдать ради чужого чувства власти. Он помог Софи войти в дом, сделал чай, накрыл пледом, создал теплое и безопасное пространство, где она впервые могла дышать спокойно. Впервые Софи почувствовала радость. Прогулка по парку, кормление лебедей, маленькая плюшевая игрушка, выбранная ею сама, и тихое ощущение, что ее голос имеет значение. Отец не стал сразу менять все в доме, но он стал ее защитником, человеком, который появился вовремя и показал, что доброта может изменить жизнь. Софи поняла, мир может быть теплым, и иногда достаточно одного человека, чтобы открыть дверь к безопасности и любви. Маленькая белая птичка на подоконнике напоминала ей об этом каждый день, о том, что магия человечности реальна, если ее вовремя встретить. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.